Итак, сегодня у нас Его Величество бургер. В общем, я сделаю так, как я люблю. Смотрите, я купил вот такой вот стейк. Можно купить любое мясо, которое вам нравится, но я уже в процессе своего опыта понял, что мы покупали любую говядину разного калибра, с разные отрезы. Это были и грудинки, и все остальное, но оно все, если честно, не то. Рекомендую взять по акции любой стейк, любой. Запомните, если вы хотите, чтобы у вас получилась вкусная котлета, не обманывайте ни себя, никого. Купите хороший кусок мяса. Из хорошего куска мяса будет офигенная котлета. То есть у меня сегодня вот такой вот чак. Ну, чак-ролл или как он там называется, не знаю. Был по акции в Магните по, что-то там не помню, 380, по-моему, рублей. То есть его вскрываем. Будем из него делать фарш. Это офигенный кусок мяса. Плюс того, он должен быть жирный. Вот выбирайте именно для бургеров. Для жарки выбирайте, что хотите. Но для бургеров купите именно жирный кусок мяса. Вот он у меня аж в руке разваливается. И нарезайте его на удобные полосочки. В мясорубке не обязательно в мясорубку класть кусочками. Все полосочки аккуратненько. Все вот так вот таким образом мы в мясорубочку будем его кидать, и он будет его мясорубочка съедать. Ну, вот не получилось, если видите, он какой. Он нежный. Соответственно, котлетка будет такая же, будет офигенная будет котлетка. Просто сок. Все, смотрите, 2 секунды мы порезали. Включаем мясорубочку. И наши полосоньки уходят в фаршик. Мясо нежное. Фарш сразу пошел, без всяких усилий. Даже не требуется вот эта толкушка. Но, естественно, если у вас мясорубка хорошая. То есть все вот так это закидываем. Все, тут ничего нет, мне даже не требуется ее туда опускать. Смотрите, фарш у нас практически готов. Мясорубочку отключаем. Фаршик вот так вот счищаем. Я советую вам что делать. Вы его, пожалуйста, не тискайте. Мы его подсолим, поперчим тогда, когда сформируем котлетки. Как сформируем, уже будем и солить, и перчить. Так, друзья, сделаем заготовку. Сформируем сейчас котлетки, чтобы нам потом проще было. У меня вот такой есть дозатор для масла. Вы можете как просто чуть-чуть масличку налить. Мне удобно фольгу использовать, можно пищевую пленку, все что угодно. Просто это очень удобно. Плюс у меня есть вот такой вот пресс для котлет. Я его тоже немножечко смажу маслом, чтобы у меня фарш туда не прилип. Все, это обработали, оставили. Маленько смочите ручки водой, потому что фарш, чтобы у вас не прилипал. И из этого фарша мы сейчас сделаем 2 заготовки. Делаете такие вот кругленькие заготовочки, чтобы они были одного размера. У нас котлетки были ровненькие. Ну, таким вот образом. Видите, руки мокрые, и фарш, соответственно, не прилипает. Все, вот так вот потихонечку все это забрали. Добавим сюда. Не вымешивайте его. То есть именно котлета будет такая структурная, не клеклая, как вот, например, не покупайте в магазине, как вот, знаете, продаются мираторговские котлетки. Там Black Angus написано, все дела. Не, это ни к чему. Так, все, вот такие вот 2 колобочка у нас получилось. Теперь 1 колобочек кладем на фольгу. Накрываем моей чудо-штукой. И формируем котлетки. Так. Вот такие вот у нас, такая вот
красоточка у нас получилась. Все, у нас заготовочка есть, мы ее убираем в сторонку. Повторяем процедуру со второй котлеткой. Немножечко масличком, чтобы не прилипло. И то же самое. Кстати, рекомендую, купите вот такой пресс. Стоит совершенно недорого. Я не помню, в районе там 300-400 рублей. Но не надо заморачиваться. Просто сделали. Маленько не понравилось. Там, где потолще, чуть-чуть примяли. Подровняли. Все, посмотрите, какая красота получается. Просто песня. Все, у нас заготовочки из котлеток сделаны. Мы их убираем в сторонку. Сейчас будем делать наш супер соус. Так, друзья, делаем соус просто бомбический. Если честно, это не совсем мой рецепт. Я подсмотрел его, может быть, знаете, такую бургерную, как Black Star Burger. И у них было видео, они показали вот этот вот просто соус. Но я считаю, это самый идеальнейший соус для бургеров. Кетчуп я не покупаю, делаю сам. Берем томатную пасту, только хорошую возьмите, чтобы там не было у вас ни сахара, ни соли, ничего, сами все добавите. Все, добавили сюда соль, немного воды и делаем такую заготовочку уже в виде соуса томатного. То есть вот так вот у нас получается, вот такой вот густоты. Я люблю добавлять немного уксуса. У меня какой-то, я не знаю, японский, китайский. Можете обычно добавить, если не любите, можете вообще не добавлять. Ну, я немножечко добавляю кислоты. Все это дело размешиваем. И далее, ну, я люблю с перчиком. Там уже смотрите, как сами. Чуть-чуть молотого перца. Это дело размешиваем. И добавляем майонеза. Ну, у меня где-то вот такое количество, смотрите сами. У меня майонез домашний, делал сам. Если кому будет интересно, пишите в комментариях. Покажем, как сделать домашний майонез. Без всяких добавок, без всего. Все, это у нас получается соус 1000 островов в простонародье. Или кетченез. И самая бомба, вот рекомендую, купите хоть разок. Купите вот такое вот масло оливковое, трюфельное. То есть оно настояно на трюфеле. Видите, плавает внутри трюфелечек. Добавьте несколько капель. Ну, эти несколько капель изменят этот соус просто до неузнаваемости. Аромат, вот его наливаешь, ну просто божественный. Ну я не знаю вообще. Это просто... Все, друзья, соус у нас готов. Рекомендую его сделать немного пораньше. Пускай тут все вот эти ароматы, перчик, масло, пускай они поженятся с друг другом. Постоят, то есть обменяются, настоится и будет еще вкуснее. Все, переходим дальше к нарезке уже и заготовке наших ингредиентов. Так, друзья, перед тем, как жарить котлетки, нам нужно сделать заготовки. Я вот нашел вот такую вот офигенную булочку. Видите, она не круглая, как мы привыкли, а такая вот продолговатая, овальная. Я уже ее за кадром разрезал, но я думаю, каждый сможет это сделать. Она такая с кунжутиком, просто вообще офигенная, мягкая. Но нам ее надо поджарить, чтобы она не развалилась, когда мы будем кушать наш божественный бургер. У меня вот такая старенький гриль раскладывается. Если у вас нету, можете булочку на сухую сковородку просто положить, и она у вас поджарится. Все, я ее кладу, пускай подсыхает. Пока булочка у нас подсыхает, подготовим ингредиенты для нашего бургера, для начиночки. Сегодня вот удалось купить вот такой вот безумно красивый салат. Мы несколько листочков у него заберем, чтобы наши булочки, наши бургеры были очень красивыми. Так, я думаю, вот столько нам достаточно будет для нашего бургера. Убираем. Все. Салат, можно его? Да даже не можно, а нужно, чтобы он у нас маленько уместился. Вот так вот большими такими листами его порежем. Все, салат, заготовочка у нас есть. Обязательно. Ну вы же сами знаете. Обязательно огурчик. У меня бочковой. Берите, какой вам нравится. Абсолютно любой.
Ну, у меня вот такой он кисловатенький. Я его вот такими слайсами порежу. Потому что булочка у меня продолговатая. Если у вас булочка будет кругленькая, ну, порежьте колечками. И вот такой вот бомбический, просто бомба, помидор. Тоже режем его тоненько. Берите острый нож и наслаивайте такими красивыми кругляшами. Ну, для сочности бургера просто без помидорки, ну, как говорится, оно и не надо. А с помидоркой пускай будет. Все, помидорку расслоили. Вот это нам, жопка нам не нужна. 3 кусочка нам хватит. Ну и его величество ялтинский лук. Ну, посмотрите, какая красота. Но это же краски, это яркость, это красота для бургера. Ну и вкус. Смотрите сами. Я, например, не люблю мариновать. Я добавляю туда в бургер именно свежий лучок. Все, вот так вот несколько колечек. Ну, парочку мне хватит. Я думаю, для красоты подойдет. Так, булочки у нас припекаются. Маленечко можно их подразвернуть, посмотреть. Так, еще рановато. Пускай еще пока подпекутся. Так, ну все, мы заготовочки все сделали. Теперь очередь самому главному. В бургере, я считаю, самое главное – это мясо. Котлеты. Котлеты у нас офигенные, из стейковой говядины. Сковородочка у меня разогрелась. Разогреваете сковородку заранее, чтобы она у вас была. Я масло добавлять не буду, потому что говядина у нас жирная. Пускай у нас жирок вытапливается. Отдает свои соки. Все, у меня такие 2 котлеточки. Ну и все, я думаю, сейчас прям буквально по 3-4 минуты с каждой стороны. Я просто люблю котлетки, ну, прожарка медиум. Вы как хотите, можете полностью прожаривать. Я полностью не буду. Сейчас придадим красивый колер. Ну и далее уже будем на горячую сторону класть сырок. Ну смотрите, кстати, сейчас рекомендую, можно уже котлетки подсолить. То есть немного подсаливаем. Мы их не солили, как вы помните, когда делали фарш. Я их сейчас с этой стороны подсолю, потом поджарится, и с другой немножко подсолю и приперчу. Так, друзья, все, прошло у нас буквально 3 минутки. Давайте котлеточки наши перевернем. О, ну это вообще, это просто бомба. Посмотрите, какой колер, красиво, все. Все, опять с этой стороны немножечко присолим, приперчим. И накрываем это дело все сырком. У меня такие слайсы, вы можете использовать сыр любой. У меня копченый сыр известной марки. Ну все, друзья, делаем красоту. Пока у нас котлетки с сыром стоят, поджариваются, самое время перейти к булочке. То есть мы начинаем настраивать нашу булочку. Смотрите, так как у меня есть салат, рекомендую изначально постелить его, чтобы у нас под соусом булочка не промокла. Все, кладем наш салатик. Вот так вот, да. Наш свежий, хрустящий, офигенный салат. Все, салат постелили. И так нашим 1000 островов соусом поверх салатика. Ну, вы поняли, да? Такая вот песня получается. Тут же кладем огурчики. Эти наши слайсики. Офигенные вообще. Вот такая вот красота. Кладем наш лучок. Можно прям так. Мы же для себя делаем. Все, сверху наши
Офигенные томаты. Просто спелые, сочные. Ну, посмотрите, ну не красота ли это? Верхнюю булочку можно намазать без салата. Пускай она даже немного промокнет, ничего страшного. Она даже будет от этого нежнее. Все, и на верхнюю булочку рекомендую, не то что рекомендую, а требую посыпать фритированный лук. Этот лучок, ну, можете сами приготовить, посмотреть в интернете. Если интересно, кстати, давайте приготовим. Если нет, я лично сам заказывал на Озоне. Там рублей 200 стоит, хватает надолго. Его можно так, чтобы он не рассыпался, маленечко прижать. Ну все, смотрите, сырок расплавился. Наши котлетоньки. Наши котлетоньки готовы. Ну что, ну посмотрите, ну разве не это красиво, а? Ну если это не красиво, то что тогда красиво, а? Ну все, ну посмотрите, какая песня. Ну посмотрите. Все. Верхней булочкой накрываем. Ну посмотрите, ну красота, нет? Ну вот так вот в итоге у нас получилась вот такая вот красотища. Ну посмотрите, ну это не кайф ли, а? Сочные котлетки, соус, сыр. Ну это просто, ну это безумие. Готовьте, друзья, кушайте вкусно. До скорых встреч.